В июле 1990 года четверо чехов решили отправиться навстречу приключениям, чтобы найти монгольского червя смерти, существо, которое, возможно, послужило прообразом монстра из фильма «Дюна». Говорят, что он обитает где-то в глубинах пустыни Гоби. Ребята прилетели в Монголию, пересели на вездеходы и наняли местных гидов. И все это ради встречи с существом длиной до 2 метров, которое способно плеваться кислотой, разъедающей все на свете, и бить током тех, кто ему не по нраву. Легенда гласит, что эти дружелюбные ребята проводят большую часть времени, скрываясь под песчаными дюнами, но любят выбираться наружу в более влажные месяцы — июнь и июль. Так что время для поисков было выбрано идеально. Однако команде нужно было понять, как выманить чудовище. К несчастью для них, никто не знал, что ест гигантский червь, поэтому они соорудили тампер — устройство, издающее ритмичные глухие удары. Они надеялись, что этот звук заставит червя выбраться из-под земли. В течение 2 месяцев они прочесывали бескрайнюю пустыню, пересекая дюны и скалистые равнины в поисках любых следов существа. Но, увы, затея не увенчалась успехом. Иван Маккерли, лидер экспедиции 1990 года, позже еще не раз возвращался в Гоби. Однажды он пытался привлечь мега-червя с помощью взрывов, а в другой раз использовал легкий самолет, чтобы осмотреть дюны сверху. За прошедшие годы группы из Америки, Великобритании и Новой Зеландии организовывали масштабные экспедиции в Гоби. Множество одиночек со всего мира тоже пытались счастье, но никто ничего не нашел. Западный мир впервые узнал о мега-черве пустыни Гоби благодаря американскому палеонтологу Рою Чепмену Эндрюсу. Этот храбрый человек, вероятно, стал прототипом Индианы Джонса. В 1926 году он описал это существо в своей книге. На встрече с монгольскими лидерами Эндрюс услышал подробные описания червя, хотя никто из присутствующих не видел его лично. Один из них описал его как колбасу, длиной около 60 сантиметров, без головы и ног. По его словам, червь был настолько ядовит, что одно прикосновение к нему мгновенно лишало жизни, а обитал он в самых безлюдных уголках Гоби. Эндрюс не верил в реальность этого существа, но позже снова поделился этими историями в другой книге. В мае 2005 года 4 друзей из Великобритании, профессиональных охотников за монстрами, решили попытать удачу. Они нарисовали червя и наняли местных жителей, чтобы те раздавали листовки по всей пустыне. В листовках обещали вознаграждение любому, кто предоставит информацию о черве или принесет живой экземпляр. Они считали, что громкие звуки, которые использовали другие исследователи, только отпугивают зверя. Им рассказали, что червь любит влагу, поэтому они придумали план — перекрыть ручьи, чтобы создать влажные участки и выманить его наружу. Но план провалился. Строить плотины в пустыне оказалось слишком сложно. В итоге они ограничились расстановкой ловушек, но так и не нашли прямых доказательств существования червя. Зато они встретили местных жителей, которые делились интригующими историями о странных существах, виденных ими за последние 70 лет. За годы легенды о монстре обросли деталями по всему миру. В одних версиях он длиной всего 30 сантиметров, в других — ростом с человека. Он бывает белым, серым, чешуйчатым, коричневым или ярко-красным и мясистым. Кто-то говорит, что он похож на змею или гусеницу, а у кого-то он даже имеет крылья и умеет летать. Некоторые и вовсе верят, что это сверхъестественное злое существо, не имеющее физического тела. Возможно, описания настолько разные, а поиски бесплодны, потому что существа просто не существует? Или это один из многих криптидов, существ вроде Бигфута, Йети или лох-несского чудовища, чье существование еще предстоит доказать? В 1983 году один ученый, посещавший регион, услышал, что старику удалось поймать таинственного червя. Он также узнал, что неподалеку находится гнездо.
Ученый отважно подошел к норе в песке и засунул туда руку. Гигантское существо затащило его внутрь. И больше его никто не видел. Шучу. На самом деле он нашел там восточного удавчика. Это толстая, роющая норы неядовитая змея с маленькими глазками и серо-коричневой чешуей. Он показал ее местным жителям, чтобы проверить, тот ли это монстр, и, предположительно, все ответили «да». Большинство монголов, знающих о черве, до сих пор верят в его реальность. Хотя в английском переводе это существо называют червем worm. В монгольской культуре это слово веками использовалось для обозначения любых опасных животных, особенно змей, даже не ядовитых. Так что это не обязательно должен быть червь в буквальном смысле. В конце концов, черви мягкие и склизкие, а существу, живущему в суровой пустыне Гоби, нужно быть покрепче, больше похожим на змею или безногую ящерицу. Ни одно из этих существ не может стрелять электричеством или плеваться кислотой, но некоторые змеи, например, кобры, умеют плевать ядом. Если бы существо было реальным, у него был бы позвоночник, и исследователи, скорее всего, нашли бы кости. А ископаемых остатков в Гоби предостаточно. За последние 100 лет ученые обнаружили здесь представителей более 80 групп динозавров. Все началось с находки первых в мире гнезд с яйцами динозавров. Это открытие перевернуло представление науки, став первым доказательством того, что динозавры откладывали яйца. В последующие 2 года та же экспедиция откопала более 100 динозавров и перевезла их в Американский музей естественной истории. Некоторые из них обитали в море мелового периода, которое плескалось здесь около 71 миллиона лет назад, и напоминали современных птиц. Тайна мегачервя остается неразгаданной, но есть и другая загадка, которую ученым, наконец, удалось объяснить. В XIII веке знаменитый путешественник Марко Поло пересекал пустыню Гоби. Ему казалось, что он слышит таинственные звуки, похожие на музыку или бой барабанов. Он писал об этом в своей книге, полагая, что слышит голоса непрекаянных духов. Ученые называют эти звуки поющими или гудящими песками. В отличие от скрипа, который слышен при ходьбе по пляжу, эти пустынные звуки гораздо громче и напоминают глубокие, жутковатые ноты музыкального инструмента. Годами люди выдвигали разные версии, от подземных вод до вибрации песка под воздействием ветра. Не все дюны умеют петь, и ученые хотели выяснить, почему. Иногда ветер вызывает небольшую лавину на склоне дюны, и тогда рождается этот магический звук. Но это случается редко, поэтому для изучения феномена ученым пришлось помогать дюнам. Они забирались на вершину и съезжали вниз на спинах, подталкивая песок руками и ногами. По мере того, как песок осыпался, звук начинался тихо, а затем становился все громче. Они даже чувствовали вибрацию руками. Оказалось, что для пения дюны нужны особые условия. Песчинки должны быть определенной формы, дюна должна быть большой, а песок очень сухим. После дождя песни не будет. Внутри дюны есть твердый слой спрессованного песка, который работает как гигантский динамик. Этот слой отражает звуковые волны туда-сюда, усиливая шум и создавая ту самую мистическую мелодию. Другими словами, дюны умеют исполнять хиты. Да, не удержался от каламбура. На сегодня это все. Если вы утолили свое любопытство, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями.